Давным-давно, в далекой галактике, аж за МКАДом, около Москвы появилось другое кольцо. Золотое кольцо России. И 60 лет назад было как-то даже сложно представить, что этот, уже знаменитый легендарный чек-лист из 8 городов Центральной России просто взял и придумал Юрий Бычков, искусствовед и фотограф. Примерно так же, как мы придумываем свои чек-листы для вас. И с тех пор появились десятки разных версий Золотого кольца. Каждое туристическое агентство предлагает свой уникальный маршрут, а каждый город неподалеку или вообще где-нибудь вдали пытается присоединиться к этому братству кольца. И еще бы, маршрут во всех смыслах золотой. Для нас в КВЭДа Юрий Бычков, настоящий герой. Арагорн из «Властелина колец», для фанатов, чтобы было понятнее. Если наши чек-листы, наши маршруты станут хотя бы чуть-чуть настолько же популярными, как Золотое кольцо, мы поймем, что наша миссия на этой планете закончена и улетим куда-нибудь дальше. В этот раз мы проедемся по Золотому кольцу, точнее по его дуге от Ростова до Костромы, потому что времени у нас все показать вам не очень много. Но если вам зайдет это видео, во-первых, обязательно подпишись на канал и поставь свой лайк. Во-вторых, мы замкнем это колечко, когда будет потеплее обязательно. Вы помните, что мы не очень любим самые такие стандартные, обычные места, поэтому постараемся найти что-нибудь интересное и необычное. Итак, сегодня мы посмотрим музей детской коляски, шоу-макет «Золотое кольцо», лосиную ферму и другие прикольные места. Лосиная ферма, алло, конечно, прикольно, но давайте по порядку. Если вам это место кажется знакомым, то вам вообще не кажется, ведь именно ростовский Белый Кремль сыграл в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» древнюю Москву. Кстати, еще один забавный факт про Москву и Ростов. Москва была основана на месте родовых имений одного ростовского купца Степана Кучки, поэтому формально Москва является приростовьем, и Москва — это пригород Ростова. Как вы понимаете, Кремли и разные другие замки строились как фортификационные сооружения, то есть защитные. Но 350 лет назад, когда строился этот Кремль, Ростов был уже в глубоком тылу, и защита ему не требовалась. Поэтому это сооружение скорее декоративное и было построено как резиденция местного митрополита. Красиво, факт. Необычно, но в ростовском Кремле есть каток. Не знаю, есть ли в других местах катки, вроде на Красной площади есть, но он фактически не внутри, он рядом. Лед здесь, конечно, не очень ровный, но все равно круто, вы можете сюда прийти, взять на прокат коньки и покататься, вообразить себя каким-нибудь барином средневековым. Правда, ворота кто-то, видимо, спер уже, клюшек нет, поэтому воображение ваше все. Двери конкретные, конечно. Слушайте, я бы гулял и гулял, там много чего еще можно посмотреть, но время поджимает, пора ехать дальше. Хотя ехать на самом деле сказано громко, потому что КВЭДа мне показывает метров аж 80 мне пройти предстоит. Пойдем. Расскажите, где вы всю эту красоту добыли, как пришла идея создать такой музей очень миленький? Наш музей называется «Музей детской коляски, педальных машинок и детских велосипедиков». Идея создания музея целиком полностью принадлежит моему мужу Дмитрию. У нас появилась первая педальная машинка, ее здесь нет, она в плохом состоянии, нужно реставрировать. Потом нам предложили детскую коляску, и с этого началось коллекционирование. Именно это как-то взяло нас за душу, и мы решили, что нужно это собирать. Начинаем мы, как я понимаю, с таких самых старых, самых первых экспонатов.
Да, совершенно верно. Здесь присутствуют экспонаты, которые были до 2017 года. Они сейчас у нас просто почищены. Со временем они будут отреставрированы. И будем уже приобретать для них корзины, вот, чтобы был такой красивый внешний вид. Также достаточно старый экспонат – детская повозка. Она изготовлена в начале 1900-х годов. Обратите внимание, у нее достаточно большая ручка, то есть при желании какое-нибудь животное, большую собаку или козу можно было запрячь. Или пони, да, потому что дело в том, что история детской коляски, точнее детского транспорта, начинается именно с детской повозки. Детскую повозку изготовили в Англии в 1733 года, и с этого времени начинается история детской коляски. Далее идет очень интересный экспонат, который у нас появился совсем недавно. Это европейская коляска приблизительно 20-30-х годов. К сожалению, у нас еще информации пока не совсем мало. Будем изучать, узнавать. Ну, сама по себе очень красивая, необычная. Амортизация здесь очень такая действительно серьезная. Далее идет у нас коляска, очень привлекает посетителей. Это коляска фирмы Silver Cross. Самая молодая коляска в нашем музее, она 90-х годов, но выпуск начинается в 50-х годах этой модели, и до сих пор она в производстве, ее можно купить. Ну, это прям Бентли в мире колясок, наверное. Одна из самых первых колясок-трансформеров в Советском Союзе, это 1976 год. Сейчас мы посмотрим, во что превращается чемоданчик. Вот, пожалуйста. Ну что, Майкл Бэй, вот откуда нужно было брать образы для трансформеров. Советская коляска. Очень много прикольных экспонатов. Я вот пытаюсь вообразить, как может выглядеть такой музей лет через 20-30, когда они такие, ну вот смотрите, это у нас представлен первый автопилот. Впервые ребенок отправился в садик. Это коляска с подогревом и с автокормлением ребенка. И вообще с автовоспитанием, и все вот там в этом духе. Воображать надо. Продолжая тему младенцев, есть один великий знаменитый младенец, который здесь родился в Ростове. И с самого детства просил не обычные пеленки, а сразу прям такую кольчугу. Ну, собственно, Алеша Попович, знаменитый, всем вам известный. В честь него здесь есть очень вкусное кафе. Это мы сейчас проверим, чем там кормят. Надеюсь, коня Юлия там не будет. На самом деле неизвестно, кто был прообразом знаменитого богатыря, но некоторые исследователи и поголовно все жители Ростова уверены, что звали его Александром Поповичем, и был он ростовским боярином. Попробую разобраться с этим в знаменитом местном ресторане Алеша Попович. Я прям оказался в настоящей народной русской избе. С той лишь разницей, что здесь как-то очень много оружия. Атмосфера, прямо скажем, удивительная, а отзывы в интернете говорят, что и кухня, и цены здесь тоже приятно удивляют. Ну, это я с удовольствием проверю. Ну что, нас Константин любезно приютил, сказал, что сейчас все нам подробно расскажет. Понятно, почему назвали Алеша Попович, потому что звезда города. Но почему вот прям настолько глубокую стилизацию вы сделали кафе? Я так думаю, что это просто с течением времени и с набираемой популярностью кафе. Директора потихонечку набирали эту стилистику и дорабатывали до ума. Проводили раскопки. Да, раскопки, закупали все, что возможно. Чайные сервизы красивые, наши доспехи вот, для примерки. Вот, и оно получилось, что очень гостям понравилось данная стилистика. И оно все само комом поехало. Вот так вот. Там в зале висит очень много разного оружия. Понятно, что оно, наверное, не классифицируется, я надеюсь, как настоящее оружие. Но там вот прям броня. Это все откуда у вас? Это, такая вот идея появилась, что было бы интересно. Стилистика кафе Алеша Попович богатыри. И пока ты ждешь блюда, тебе нечем заняться, ты можешь подойти и почувствовать себя, так сказать, в этой железной коже богатыря. Можно почувствовать себя, так сказать, в шкуре богатыря, то есть надеть на себя и примерить разные доспехи. Но можно ли здесь почувствовать вкус именно вот того, что люди ели раньше на Руси? Насколько я знаю, старославянская кухня была очень простая. Вот сейчас вряд ли бы какому-нибудь ныне живущему в наше время человеку
прям понравилось бы, там простая каша с мясом или похлебка. То есть это все можно было бы делать, но это достаточно простое блюдо. Но доработаны под нынешние, так сказать, потребности. Вкусовые изыски. Да, вкусовые изыски. То есть понятное дело, что вряд ли шампиньоны кто-нибудь на Старой Руси кушал. Но у нас также на Правда? блюдах То это есть есть. на старой, в Древней Руси не было смузи? Не было латте? Гости в основном положительно реагируют на щедрую подачу. То есть почти все наше меню подается очень сытно. Тогда мы сейчас обязательно что-нибудь классное закажем, продегустируем и, ну, я уверен, это будет вкусно. Вряд ли Я мой уверен. отзыв на Яндексе будет отличаться чем-то новым. Я заказал рыбку, потому что я, как человек родом из Карелии, должен сравнивать рыбу в разных регионах. Это судачок у нас, пюрешечка, помидорчики, все так аккуратненько. А это у нас кабачковая икра, судя по всему, которую я люблю больше всего на свете. Меня пинает, заставляет быстрее есть и очень аппетитно рассказывать. Помидор маринованный, вкусный. Пюрешка картофельная, достойная. Судак, 2023 год. Озеро Найро. Рыбак Валерий. Ну, в общем-то, карельские судачки на уровне, но и местные не уступают. Так, если это реально кабачковая икра, я сейчас уточню, то, по-моему, в моей жизни произошли фундаментальные изменения. Надеюсь, никогда такого не произойдет с грибами. От Ростова до Ярославля меньше часа езды. Но мы уже немножко выбиваемся из графика, как всегда, поэтому мы залетим в одно местечко, но я обещаю, что в нем вы увидите сразу все Золотое кольцо, причем детально. Мы в шоу-макете «Золотое кольцо». Если у вас есть всего 1 час, но очень хочется посмотреть, ну, все «Золотое кольцо», что как бы сделать невозможно, то это место именно для вас. Здесь выполнены в миниатюрах, в масштабе и в детальной точности все главные объекты «Золотого кольца». Я сейчас это проверю, сравню с тем, что уже видел, и с тем, что еще увижу. Это не просто миниатюры, а настоящее шоу. Настоящие маленькие поезда приходят прямо на вокзал. А еще каждые 10 минут наступает ночь, а потом день, а потом опять ночь. Здесь везде течет маленькая, но самая настоящая жизнь, а вы чувствуете себя каким-то гигантом, то ли Гулливером, то ли Годзиллой. Обалдеть, столько всяких маленьких деталей, все двигается, какие-то человечки смешные. Вот мне нравится такой дотошный подход, потому что какие-то смешные бабки там, какие-то дети что-то делают, какие-то мужики там ходят, и все вот с деталями. То есть не просто натыкали очень много каких-то одинаковых фигурок, а все действительно живое. Ну и шуток, и чувство юмора у проектировщиков прям на месте. Как правильно, Елена, подскажите нам гулять по этому макету? Смотрите, вы на самом деле можете начать знакомство с абсолютно любого города, принципиальной разницы нет. Можете как с Ивановского региона, так же и из Костромской области. Всего на макете находится 13 собирательно-художественных образов городов России, 9 которых принадлежат Золотому кольцу. Все движется, все неповторимо, интерактивно, и самое прикольное, что от мала до велика каждый человек найдет на самом деле очень классную такую для себя игруху, да, квест. Это найди персонажа известных сказок, мультиков или фильмов. И их у нас на нашем макете находится более 60. И, ну, грубо говоря, от домовенка Кузи до Бэтмена. Здесь также на макете я хотела бы обратить внимание на сценку, которая мне очень нравится. Вот там вдалеке, указочкой лазерной я вам показываю, у нас есть 3 как бы сказочных героя, да, мифологических. Это 3 богатыря, которых все знают, которые сражались с соловьем-разбойником. Да, вижу. Сергей, вопрос к вам. А почему 3 богатыря наши макетчики разместили в Ростове?
Ну, может как? быть, кто-нибудь родом, наверное, отсюда был. Правильно. Так, и я вам скажу, кто родом. Родом отсюда Алеша Попович. Кратко это будет так. Это прототипом Алеши Поповича действительно являлся живой, скажем, человек. Настоящий человек. Настоящий человек, да. А что за вот такие купола? Я заметил, и они чем-то отличаются. Я знаю, вот там у Стивена Кинга есть это очень сериал «Под куполом», но это, наверное, Очень другое. хороший вопрос. Это такое нашими создателями придумана совершенно замечательная такая вот фрагмент. Это так называемая стеклянная полусфера, это капсула времени, в которой запечатлена жизнь 100-150 лет назад, то есть давно, для того, чтобы гости, туристы, посмотрев на это, могли оценить степень прогресса. А еще здесь можно посетить макетную мастерскую и своими глазами увидеть, как делается этот потрясающий макет. Ну просто детский восторг. Конечно, у меня, как и у всех, есть такие простые технические вопросы, как эти машинки ездят, как они понимают, где остановиться и вообще не врезаться. Я нашел технического специалиста, Игорь, и Игорь нам сейчас все расскажет. То есть вот, допустим, машинки ездят по принципу индуктивности. Под трассой у нас проложен кабель, из которого исходит индуктивное поле, за счет которого питаются машинки. Если посмотреть более детально машинку, у нее установлен мотор и магнитная направляющая. По магнитной направляющей у машинки выстраивается направление движения. Соответственно, заряжаясь от поля, у нее крутится мотор, задние колеса ее крутят, и она едет. То есть это как беспроводная зарядка вот для телефона? Так же, как зарядки. То есть есть целая команда людей, да, то есть понятно, что есть какой-то суперкомпьютер, который все это обрабатывает и заранее прописанные программы, но есть какие-то люди, которые следят, чтобы все было в порядке, правильно? Ну, как бы да. И вот я вижу сбоку от себя кучу мониторов, то есть как камеры видеонаблюдения, как там проехала перекресток. Как вы узнаете о каких-то происшествиях? Ну вот есть программа, на которой, допустим, сейчас 2 аварии показывается. То есть точечно их не отследить, но по маршруту мы можем видеть то, что на той или ином маршруте Что-то случилось. произошла авария. Какие-то в будущем планируются нововведения, еще более технологичные? Вот есть автомобили, есть поезда, может быть, какие-то самолеты, дроны. Пока вроде нет. Вот, допустим, у нас есть Иваново, там более новая система машинок. То есть там планируется так, то, что не случайные аварии, а, допустим, создавать самим какие-то аварии, чтобы машинки выходили на обгоны. И, ну, больше реализма. Провоцировать больше. Здорово. Место просто потрясающее, подойдет и детям, и самым серьезным взрослым. Но нам пора дальше. Вон туда, в Кострому. Мы в Костроме, но в Костромской Кремль мы не пойдем. Как минимум потому, что его снесли почти 100 лет назад. Но за моей спиной другой красивый памятник древнего зодчества. Это Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. И знаменит он тем, что именно в его стенах с обряда венчания на царство Михаила Романова и началась династия Романовых. Но в монастырь мне чего-то пока не хочется. Молод, наверное, еще. Пойдем покажу кое-что другое прикольное. У слияния Костромы и Волги современность встречается с далеким прошлым. И здесь, на территории музея, это видно, лучше всего. Мы видим огромное количество, действительно старого деревянного зодчества. Это и жилые дома, бани, музеи и даже мельницы. Чтобы все это собрать и сюда привезти с разных регионов и территорий поблизости, все конструкции нужно было сначала разобрать, упаковать, привезти сюда и собрать обратно, желательно в том же виде и без лишних деталей. Эх, кулер не работает сегодня. Здесь также много и жилых построек, от самых простых изб по-черному для крестьян до достаточно зажиточных таких домов. Вот есть одноэтажный, а есть прям двухэтажный, мощный, туда я и пойду. Так, что тут такое? Это двухэтажный дом, и по старым меркам это как сейчас построить небоскреб этажей на 50. Лифта в 150-летнем доме не завезли, поэтому поднимаемся по лестнице очень аккуратно. Люди раньше были явно ниже, чем сейчас.
Ну вот, они и правда существуют. Избушка на курьих ножках — это не просто сказочный персонаж, а действительно архитектурная постройка, которая помогала строить дома там, где менялся уровень воды, была какая-то нестабильная почва, ну и, возможно, это также защищало от диких зверей. Поэтому, собственно, вот он, прообраз знаменитых сказок. Так, все, хватит выпендриваться. Пора надевать шапку. Холодает прям конкретно. Ну, бабуля будет спокойно. Очки пока оставлю без вариантов. Авин. Особая постройка для сушки снопов перед обмолотом. Ну, нам городским очень сложно такие слова понимать, но, наверное, это что-то очень важное раньше было. Следующей точкой нашего маршрута будет ферма. Но не простая, а лосиная. И я надеюсь, что именно в нее глубокой ночью брели те два лося, которых мы чуть не прокатили на капоте по пути в Кострому. Мы на самой большой в России и, я правильно понимаю, в мире лосиной ферме. В чем ее особенность? Почему у нас именно самая большая и именно в Костроме? Ну, в Костроме она находится просто потому, что именно здесь ее создатель, товарищ Михайлов, решил ее организовать. Самая большая она, ну так сложилось. Наша лосиферма основана в 1963-м и является второй в мире лосифермой по дате основания. Старше только самая первая в мире Печора-Илычская. На всех 8 лосифермах мира суммарно насчитывается до 100 особей. На нашей лосиферме до 50. Вот она и самая большая. То есть 50% от всего мировой популяции лосей. Ну, а домашнего их, да. Это правда или миф, что вы добываете лосиное молоко? Ну, можно назвать, что добывают, но обычно его просто доют. Получить лосиное молоко очень непросто. И на самом деле оно появилось изначально как побочный эффект домашнего. Дело в том, что лось, в отличие от большинства известных нам животных, не может содержаться в неволе. То есть он должен жить на воле. Наша задача сделать так, чтобы лоси к нам приходили. Если зимой всех наших животных мы можем приманить к себе подкормкой, поскольку в лесу просто холодно и голодно, то летом этот фокус не срабатывает. И мы идем на другую хитрость. Весной наших лосей в преддверии родов мы на несколько недель оставляем, так сказать, на сохранении, в ожидании родов. В момент родов, когда оборона лосихи притупляется, и она ждет малыша, которого и сама никогда не видела, к ней подходят наши доярки, сотрудники, люди, естественно. Принимают маленького лосенка, дают ему первый раз пососать вымя у мамы, после чего лосенка прячут и уносят. С этого момента его воспитанием занимаются так называемые лосиные мамы или лосиные папы, воспитатели, люди. Доярка же возвращается к лосихе и продолжает ее доить. С этого момента уже лосиха считает нашу доярку своим лосенком. И будет, как в дикой природе, несколько раз в сутки приходить к укрытию, где она оставила малыша, и поить его молочком. То есть получение молока – это в первую очередь способ удержать возле себя взрослое животное. Но уже впоследствии выяснилось, что лосиное молоко полезно не только для лосят, но и для человека. Им излечивают язву, гастрит, многие заболевания, при которых страдает иммунная система. То есть это очень ценный продукт. Это вот, я уже представляю, как люди в Москве заходят в модную кофейню и такие: мне латте на лосевом, пожалуйста. Как выглядит ваша ферма, какая у нее площадь? Ну, на самом деле, лосиферма – это название нашего учреждения в простонародье. Ну, историческое, назовем его так. На данный момент это заказник, хотя, по сути, мало что поменялось. Охраняемая территория вокруг нас 36 176 гектаров. Она ничем не огорожена, но административно выделена, и, соответственно, там запрещены разные действия, ну, допустим, ходить с оружием нельзя. Также здесь есть загоны, но эти загоны, по сути, для отдыха лосей. Допустим, для отдыха лосих у нас 4,5 гектара загон. Вот лоси-подростки до 3 часов дня тоже находятся вот в этом загоне, в нем тоже порядка 4 гектаров. Далее они уходят гулять в лес. Если они захотят уйти раньше, они могут уйти, как я уже говорил, забор для них препятствием не является. В дикой природе лоси живут, к примеру, порядка 10 лет. У нас они могут прожить 15-20 лет. В неволе лоси не живут в принципе. Мы тут говорили, как знакомятся лоси и лосихи, и я представил, как выглядит анкета. Я лосиха, 300 килограммов, ищу лося с хорошими рогами и своим загоном в собственности где-то 800 гектаров, ну потому что на двоих.
Ну, мои впечатления вы и так можете сами вообразить. Мне очень понравилось, потому что, ну, это такое место, где вы спокойно гуляете, безопасно, если соблюдаете правила безопасности, конечно. Лосей в обычной жизни-то встретить очень сложно, хотя мы сюда ехали и на дороге, на трассе парочку все-таки увидели. Мне очень понравилось, что они существуют в полной свободе, их отлично кормят, их очень любят, у них большой ареал обитания, и живут они здесь в 2 раза дольше, чем в дикой природе. Поэтому для такой медитации, отдыха и погладить что-то большое, теплое и шершавое однозначно рекомендую. Ну и, похоже, у меня появился новый друг. Если вам нужно здесь встретиться с друзьями, ну или с какими-то коллегами, очень простое место встречи — это у собаки. Ну, местные так и говорят. Давай встретимся на сковородке у собаки. Ну, видно, здесь много людей уже побывало, судя по ее стертому носу. Костромская сырная биржа — это местечко, как мне сказали местные, где всегда огромные очереди в любой день и в любое время. Ну, видимо, потому что там действительно очень вкусно и большое разнообразие. Николай, привет. Здравствуйте. Мы были тут недавно в ресторане Алеша Попович, так, по-богатырски хорошо покушали, но мы поняли, что нам нужно по-богатырски еще и одеться. Может, да, у нас есть костюм 13 века, также и теплые, и летние варианты, и доспехи нам бы есть. потеплее Это желательно. все реально можно взять и осуществить. Чем вы здесь занимаетесь? То есть вы не просто же одеваете, да, тех, кто хочет носить на себе такую необычную историческую одежду, а еще я видел, какие-то у вас происходят. Мы изучаем историю, как вот сейчас 13 века, потом более ранние времена, изучаем разные ремесла, также и культуру, быт и некоторые обрядовый функционал, как в старину раньше было. Давайте простыми словами, у вас просто происходит махач серьезно исторически. Ну, я бы сказал, и махач тоже присутствует, но Кулачный бой. еще и более бытовое тоже присутствует. Поэтому мы стараемся охватить полный аспект, как раньше люди жили. Так, я готов увидеть, что можно было купить в торговых центрах века 15 или даже пораньше. Ну, более раньше, это 10 и 13 века, это то же самое шаровары, суконная рубаха, как на мне сейчас, худ, такой капюшончик. Вот. Это все была повседневная одежда, естественно, с поясом и мечом на поясе. То есть это не боевой образ, Это не боевой, скорее так это ходить, повседневный. но на стреме. Ну, потому что тогда времена были довольно суровы, и даже повседневному воину необходима какая-то быть защита. Теперь я могу представить, как выглядел бы travel-блогер в X веке. И что было бы с теми, кто пишет нам плохие комментарии. А теперь информация для хороших моих подписчиков. Ну, вообще, если серьезно, чувствую себя достаточно комфортно. Ощущение, как будто я собрался достать просто очень горячий пирог из большой духовки, потому что у меня варежки дома ровно такие же. Капюшон, мне кажется, и в наше время бы пригодился, на самом деле, очень стильно, модно, и от какой-нибудь пурги, ну или просто солнца летом защищал бы, хотя, наверное, было бы на самом деле жарковато. Вот в остальном стиль, полная натуральная кожа, обувь у меня напоминает чешки, потому что там нет никакой жесткой подошвы, мне немножко маловато, но удобства себе в этом представляю мало. Пояс, рубаха под низом у меня, шаровары, как положено, оверсайз, могу сделать подвороты, но ни в коем случае не буду, на Руси подвороты вообще не любили никогда. Здравствуйте, я к вам без оружия. Расскажите мне, на какой клавиатуре печатали в Древней Руси? Удивительное дело. Ну, здравствуй, странник. Долго сюда шел? Дня 3-4. Дороги у вас ужас. Че, Юбер плохой? Убер вообще не пашет сеть на Костроме. Вообще. Сочувствую. Грамоте пришел учиться? Да, грамоте пришел учиться. Что я тебе предлагаю сейчас? Так. Первое, что ты делаешь, сначала я продемонстрирую себя на листке, потом тебе дам точно такой же. Ты привыкаешь
к чернилам и гусиному перу. Просто делаешь несколько движений. Как правильно макать, чтобы не уделаться? Хороший вопрос. Обрати, пожалуйста, внимание. У тебя скос перышка, нижняя часть, должна находиться снизу. Макаешь перо. Перьевой ручкой писал когда-нибудь? Перьевой ручкой нет. Не писал? Городские! Заметно. Макаешь перо просто вертикально. Мгм. Достаточное количество чернил уже налито в твою чернильницу, и можно работать. И об стеночку, нет? Не обязательно. Мы помним, что круглая часть, обрезанная, полая, она находится снизу. Снизу. Вот так, да? Да. Мгм. Так, просто Приноровись. как Несколько капелька. движений. Ну, все. В моей строчке резюме теперь есть еще один пункт. Это каллиграф, дизайнер шрифтов. Поэтому, друзья, дизайнеры из Кведа, пожалуйста, не убивайте меня. В любом случае у вас это не получится. И даже не пытайтесь, потому что теперь у меня есть меч. И боевые искусства, и боевые друзья. Я пойду переодеваться в современность, вспоминать, что такое iPhone. И мы пойдем дальше. Завершить наше короткое путешествие по Золотому кольцу, по-моему, лучше всего вот в этом месте. Здесь тебе и золото, и кольца, и история Костромы. Ну что, вот мы и внутри музея ювелирного искусства. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Я жду от вас потрясающую экскурсию. Здесь очень много всего интересного, блестящего. Боюсь расфокусировать внимание. Музей тематический и, да, действительно показывает некоторые странички истории нашего промысла. В частности, мы рассказываем о том, что сама история у нас уже не 100 лет. Археологические раскопки показывают, что уже в 8-10 веке наше местное мирянское население создавало ювелирные украшения. Но в то время это были обереги. И интересно, что нашли не только сами обереги, луницы, шумящие подвески, археологи нашли еще инструмент, характерный как раз для работы ювелиров. Во второй половине 19 века, после отмены крепостного права, уже целый ряд деревень и сел вокруг Красного и Сидоровска стал заниматься ювелирным делом. Вот тогда и сформировался так называемый красносельский куст. Явление уникальное, поскольку своего сырья, металлов, драгоценных камней у нас здесь никогда не добывали. Все сырье всегда было привозным. Но уже в 19 веке крестьяне свыше 50 деревень и сел занимаются ювелирным промыслом. В каждой деревеньке стали делать что-то свое, какую-то операцию, какое-то изделие. То есть можете посмотреть значками. Причем интересно, это не я сам придумал, о всем этом говорят исторические источники. Только в нашей Костромской губернии, как тогда назывались области, каждый год проходило более 50 ярмарок. Можно себе представить, сколько по всей России матушки. В своих домах крестьяне оборудовали мастерские. Здесь у нас представлен тот инструмент, те приспособления, с помощью которых раньше создавали ювелирные украшения. Знаете, что это такое? Это, я надеюсь, это не связано с пытками никак. Это не дыба, да, с кунсткамеры, это волок. Устройство, механизм для волочения, протягивания, проволоки. Знаете, для чего ювелиру нужна проволока? Что можно здесь сделать? Из проволоки можно сделать какие-то тонкие детали, какие-то... цепочку, наверное. Цепочку, конечно. Элементарную цепочку или браслетик, чтобы сделать ювелиру, требуется много проволоки. Что-то инопланетное в руках у меня. Ну, в конце экскурсии мы на самом деле делаем некий акцентик и показываем камень аметист. Разные легенды слагают вокруг камня аметист, но по одной из легенд камень аметист приносит удачу. Поэтому всем гостям нашего музея мы предлагаем погладить, потрогать, пошептаться, чтобы захватить частичку удачи. Он еще такой массажный, на нем постоять на нем можно. Можно, конечно, попробовать йогой побыть. Вот. Некоторые шутят, можно ли лизнуть, ну, я шучу, текилы не предлагаю, поэтому смысла от этого много не будет. Что ж, это то место, где нужно сказать какой-то вывод, какое-то впечатление. И знаете, мы тут заявили про Братство Кольца и посетили буквально 3 братьев, и то одного по касательной. Но мне все равно хватило, я понял вот это вот впечатление, я понял, почему люди едут по Золотому кольцу, что это хотя бы примерно такое, хоть и это небольшая дуга у нас с вами была. Ну, прикольно.
Прикольно, съездить стоит, конечно, здесь есть какие-то свои нюансики, кому-то может не понравиться, кому-то понравится, это абсолютно ваше дело. Ну, наше дело простое, вам что-то показать, что-то рассказать. В любом случае составляйте свою коллекцию впечатлений вместе с мобильным приложением Кведа. Кстати, пишите в комментариях, куда нам еще можно съездить. И, в общем-то, пока, увидимся. И чек-лист. Ростовский Кремль, музей детской коляски, ресторан Алеша Попович, шоу-макет «Золотое кольцо» в Ярославле, Ипатьевский мужской монастырь, музей деревянного зодчества, лосиная ферма и музей ювелирного искусства.